Всем привет, ребятки! В прошлом выпуске мы подобрали с улицы маленького щеночка и стали искать ему доброго хозяина. И вот, рад сообщить вам, что сегодня малыш уезжает в город Гомель, в свою будущую дружную семью. Найдем тебе хозяина, не переживай. Практически сразу же после публикации прошлого ролика нам поступило огромное количество заявок на щенка. Большинство писали, что очень хотели бы забрать, но приехать не могут, поскольку живут действительно очень далеко. Некоторые на следующий день отвечали, что уже взяли себе другого. Но чаще всех писал один парень из Гомеля по имени Владимир. Он каждый день интересовался щенком и очень хотел его забрать. Оставался лишь вопрос перевозки щенка, но его мы решили с мужем моей сестры Алексеем. Мы разговорились, и Леша предложил свозить нас в Гомель на своей машине. За несколько дней мы уточнили все детали, и вот этот день настал. Волнение было запредельным еще с прошлого вечера. Волновались все, кроме нашего главного героя. Он вилял хвостиком и был рад всему, что с ним происходит. Перед отъездом Владимир позвонил мне. Алло, доброе утро. Вот уже садимся в машину сейчас. Мы назначили место встречи. Он сказал, что сейчас на работе, но сбежит ненадолго, чтобы встретиться с нами. Нормально. Так, песик, давай. 100 метров. Барбося, ложись, садись. Ложись, не бойся, ложись. Кстати, мы обратили внимание, что у него и на передних, и на задних лапах по 5 пальцев. Да, как бы это странно ни звучало, но у всех наших собак на передних по 5, а на задних по 4 пальца. Друзья, у кого есть собачки, ради интереса посмотрите, сколько у них пальцев на задних лапах, и напишите в комментарии. А пока мы едем, давайте я расскажу вам все, что происходило с песиком последний месяц. Вечером того же дня мы, как обычно, снова вернулись на ту квартиру к щенку. И практически сразу же нам в дверь постучали соседи. Они стали рассказывать, что ночью малыш устраивал такие концерты, что даже с соседних домов приходили жильцы. Они думали, что кто-то запер собаку в подвале, и поэтому даже хотели вызывать МЧС. Днем его не слышно, а вот ночью он дает жару. Мы предполагали, что щенок будет скулить, но чтоб настолько... Конечно же, мы извинились, рассказали им нашу ситуацию и успокоили их тем, что все в порядке, и впредь такого не повторится. В связи с этим нам пришлось остаться там, на незапланированный ночлег. Ночь прошла тихо и спокойно, а утром мы отправились каждый по своим делам. Поскольку ночевать там всегда у нас возможности нет, на что есть масса причин, мы стали искать другой вариант передержки щенка. И тут нас очень сильно выручила мама моей девушки, Оксана Николаевна. Она забрала песика себе и смотрела за ним последний месяц, пока мы занимались поиском будущего хозяина. Поездка прошла спокойно и без происшествий. Прошло примерно часа 2, и мы уже были в Гомеле. Доброе утро. Собаки, ты приехал домой, да? Какой же ты хороший. Ты новый гомельчанин. Через 150 метров ваше место назначения будет справа. Ваше место назначения находится справа. Место встречи мы нашли без проблем. Еще раз созвонились с Владимиром и стали готовиться к самому важному моменту. Малыш, волнуешься? Маленький. Как
только мы вышли из машины, песик первым делом отлучился по очень важному делу. Вот это меня сейчас радует больше всего. Да, ребят, я даже не думал, что это будет так волнительно. С одной стороны, я был безумно рад, что у малыша появится дружная семья, а с другой, страшно волновался, ведь такое случается со мной впервые. Я буду скучать по тебе. Расставаться с песиком было очень нелегко, но я знал, что отдаю щеночка действительно в хорошие руки, и меня это утешало. Владимир очень добрый, интеллигентный и ответственный человек. К тому же у него раньше была собака, поэтому он знает, на что идет. Момент радостной встречи. Да. У меня бревна уже. Долго. Пришла даже держать. Здравствуйте. Ну, привет, красавчик. Я ковер упала, можешь писать. Он как приличный дождался, вышел из машины, Ой, Сразу пометил. только подписан. ну что, пойдем. Там поводочек, кстати. Сегодня приедет младший сын. Вот уже будет тебе рады. Вы ничего не против, если мы поснимаем? Нет, нет, Делаем. ну, как скажут, я понимаю, что да. Я тебя тоже люблю. Ну, все, по-дружному. Все, знакомство прошло, по-моему. Не бойся. Ты побудешь часик один, потом придет мама. Я уже отвык от этого даже. Долго не решали собаку заводить, потому что старая умерла, ну и как-то так. Маме было тяжело с этим как-то смириться, других не хочу. Ну вот, но это уже будет моя ответственность. Ребятушки родные, я даже не знаю, может в этих ситуациях надо что-то давать за ним. Я... Перестать. Не, ну я как-то просто такая неделя в работе сумасшедшая, что я даже не подумал об этом. Спасибо большое, что приехали. Спасибо. Я побегу, потому что там разрывают на разных объектах. Все, берегите себя. Обещаю, что видео сниму, Пока, мам. особенно с ребенком. Волнительный момент. Даже не спал всю ночь, переваривал. Все, спасибо вам большое. Берегите себя, все. Вот отчет обещаю. Счастливо. Затягивать момент прощания мы не стали. Владимир ненадолго отошел с работы. Да и нам тоже нужно было возвращаться домой. Мы пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись. С Владимиром мы по-прежнему поддерживаем связь. Он периодически отправляет нам фото и видео. Щенок привык к своему новому дому. Все от него без ума. И он тоже очень рад своей новой семье. Малыша назвали Ютиком, а когда он вырастет, будет большим и красивым псом по кличке Ют. Вот такая получилась история со счастливым концом. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом добром деле. Спасибо Оксане Николаевне за то, что согласилась на время его приютить. Спасибо моим родным Алене и Леше за то, что организовали нам эту поездку. Спасибо Владимиру за то, что забрал его в свою дружную семью и подарил ему счастливое будущее. И спасибо каждому из вас за то, что делились роликом, помогали и всячески поддерживали нас в этом деле. Только представьте, какая огромная армия людей потрудилась над судьбой этого маленького беспомощного щеночка. Это очень круто. А те, кто хотел его забрать, но не успел или не смог приехать, не расстраивайтесь. Вы всегда можете подобрать щенка или котенка с улицы. Или попробуйте поискать в интернете адрес какого-нибудь приюта в вашем городе. И возьмите себе четвероногого друга оттуда. Вы сделаете доброе дело и спасете еще одну маленькую жизнь. Родился в Бобруйску, переехал жить в Углич. Видишь,
До Лондона доедем.